Андрофаги. Предки ли это русских? В последний год на волне конфликта в украинских СМИ муссируется тема о племени людоедов-андрофагов, которые являются предками русских. Поэтому они так отличаются от прочих славян и вообще слабо относятся к прогрессивному человечеству. Понятно, что сейчас стороны конфликта не питают друг к другу теплых чувств, но для сохранения объективности нужно рассмотреть, насколько достоверно явление. Итак, утверждается, что со времен Геродота на территории севернее Киева проживал дикий народ андрофагов, которые питались людьми. Из-за северной локализации андрофагов делается вывод, что это именно русские, что, мягко говоря, крайне сомнительно, и вот почему. Все, что известно об андрофагах, укладывается в несколько предложений по Геродоту. За Борисфеном же со стороны моря сначала простирается Гилея, а на север от нее живут скифы-земледельцы. Их эллины, живущие на реке Гипанис, называют борисфенитами, а сами себя эти эллины зовут альвеополитами. Эти земледельцы-скифы занимают область на 3 дня пути к востоку до реки Пантикапа, а к северу на 11 дней плавания вверх по Борисфену. Выше их далеко тянется пустыня. За пустыней живут андрофаги особые, но отнюдь не скифское племя, а к северу простирается настоящая пустыня, и никаких людей там, насколько мне известно, больше нет. Среди всех племен самые дикие нравы у андрофагов. Они не знают ни судов, ни законов и являются кочевниками. Одежду носят подобную скифской, но язык у них особый. Это единственное племя людоедов в той стране. Если говорить проще, то Геродот пишет о скифах, пахарях, живущих на границе леса и степи, иначе они не могли бы возделывать поля, за ними некая необитаемая пустыня, за которой и живут людоеды, говорящие на языке, отличающемся от прочих. Скорее всего, под пустыней греки понимали степь, где зимой действительно нет ничего необходимого для согревания и жилища человеку. Поэтому обитать андрофаги должны где-то на границе леса и степи. Как сделан вывод, что андрофаги именно русские, а не балты, другие скифы, угрофинны, саамы или карелы – загадка. Вообще в тот период славяне не обитают на землях современной России и Украины, они придут туда куда позднее с запада, поэтому несколько наивно предполагать, что во времена скифов предки русских проживали на тех же местах, что и ныне. Учитывая кочевой образ жизни андрофагов, обособленный язык, скифскую одежду очень сложно видеть в них славян, никогда не бывших кочевниками, носивших собственный тип одежды и имевших типичный язык для Европы, а не некий реликт. Для подкрепления тезисов в доказательство призывается чешский ученый Нидерле, творивший уже очень давно и считавший андрофагов неким угрофинским народом, что, впрочем, также не указывает прямо на русских. Самое забавное, что карта Геродота описывает довольно близкие области, скорее современной Украины, а не России, не выходящей севернее степной зоны. Поэтому андрофаги могли жить скорее в современной Киевщине, чем Москве. Вообще ритуальный каннибализм был характерен и для окрестных народов также. В те времена это море было недоступно для плавания и называлось Оксинским из-за зимних бурь и дикости окрестных племен, особенно скифов, так как последние приносили в жертву чужестранцев, поедали их мясо, а черепа употребляли вместо кубков. Впоследствии, после основания ионянами городов на побережье, это море было названо Евксинским. Греческий историк и географ Страбон, география. В дальнейшем многие римские, а затем и европейские кабинетные историки ссылались на Геродота и переносили племя андрофагов на современные им народы, обнаруживая их в жителях Московии, племенах Поволжья, у тюркских народов. Андрофаги кочевали с карты на карту, из книги в книгу, при этом авторы, как правило, редко выезжали даже за пределы своих государств. Однако, каких-то устойчивых доказательств их существования никто так и не представил. Деяния апостолов Андрея и Матфея, посетившие некий город людоедов, упоминают о целом городе, правда стоящем у моря, где поедали людей.
Однако историческая достоверность текста крайне сомнительна, а также совершенно не совпадает локализация. Название города, созвучное с названием финского племени Мере, приводится как доказательство того, что андрофаги, город людоедов и современные русские имеют общее происхождение. Чрезвычайно бредово. В итоге мы имеем некое упоминание об андрофагах к северу от скифов за 1000 лет до появления славян и русских, после чего вдруг делается вывод о родстве русских и андрофагов, несмотря на века, отличия в территории и обычаях, игнорируя факт, что через те же земли прошли сотни народов до и после. А что же с андрофагами? Кем они были на самом деле? Скудное описание не позволяет выяснить их даже приблизительное происхождение и судьбу. В них видели предков балтов, финно-угорский народ, может быть и самих скифов. Слабой зацепкой служит буквальный перевод иранского термина «поедатель людей», как мартхвар на этноним мордва, к тому же финского народа с обособленным языком. Действительно, иранский мир тесно контактировал с финскими народами, особенно с мордвой. Но этимологию этнонима мордва от иранского людоеды категорически отрицает крупный ученый Фасмер. Сейчас примерное расположение локации андрофагов, как восточных относительно невров и меланхленов, соответствует днепроводвинской или городецкой культуре. Если первая культура достаточно развита, имела укрепленные городища из дерева, бронзовые и железные изделия, примерно соответствует балтскому племени силонов. Предки литовского народа не были уличены в кочевом хозяйствовании и не слишком напоминает описание Геродота. Городецкая культура несколько беднее, орудия только костяные, поселки укреплены, но значительно хуже. Кроме того, сама культура находится много восточнее и связывается с предками исторической мордвы. Обе культуры мало напоминают то, что описывали греки. Крайне приблизительное описание территории, как самих андрофагов, так и соседей, не дает возможности хоть как-то точно локализовать территорию и этнический состав племен. Представление об андрофагах делается приблизительно на базе иных приблизительных гипотез. Подводя итог, андрофаги – племя неясного происхождения, а вполне возможно и выдуманное, как и иные племена Геродота, жившие в районе современных областей Украины или России. Примерно за 1000 лет до прихода на эти земли славян, не имевшие родственных связей с местным населением других племен. Связывать андрофагов с русскими – это очень грубая политизированная карикатура на исторический анализ, причем на тех же основаниях, тогда их можно связать как с украинцами, так и с народами Балтии, белорусами, угрофинскими народами. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.